А мы с вами начинаем. Я уже записываю, монтирую, блядь, монтирую. Ты же выглядишь совершенно здоровым человеком. Нахуя ты палишься? Бля, как я обычно говорил-то всегда говорил. Теперь же не платный, да, вообще похуй. Значит, знаешь как? Вот так. Там-тарадарам, там. Всем привет, всем здравствуйте. Ты меня спросишь, вот с кем ты разговариваешь, молодой, ты псих. Разговариваю я сам с собой, да, сам с собой, сижу в студии, разговариваю. Шизофрения. И хотел вам немного сегодня, ребят, поднять настроение. В наше время, наверное, это очень важно. Вот, извините, что надолго пропал со всякими фан-видосами, развлекательными видосами, ну, по понятным, я думаю, причинам. Сейчас так вроде как потихонечку. Все-таки постараюсь, чтобы вы немного улыбнулись. Вот, постараюсь вам поднять настроение. Ну, как всегда, в принципе, или не как всегда, кто игровой канал не смотрит, Hard Games. Напоминаю то, что монетизации теперь нет, ничего нет. Все, теперь штукатурку, блядь, в блендере завариваем. Скоро и блендер продадим. Но, как говорится, и хуй бы с ним. Ты не пришла, и хуй с тобой, как будто нет другой такой. Да, ничего страшного, ребят, продолжаю вас радовать видеороликами на канале Hard Play. Их станет, в принципе, в ближайшее время все больше и больше, потому что уже очень много что наснимали. Грузинскую кухню, там конфетки Гарри Поттера, там так далее. Короче, пригласим много гостей. Ну, а ты тоже заходи на огонек. Я, кстати, стримлю на платформе Vast. Ссылочка внизу в описании. Ребят, у кого платформа там, может, не работает, кто-то вроде как пишет, там говорит. VPN, я думаю, все знают, как пользоваться. Заходите и добавляйте канал в избранное. Ну, а мы начинаем. Давайте посмотрим сегодня, знаете, кого вот этот видеоролик новый вышел. Тоже на каких-то машинках, но мы с тобой смотрели, но от 10 февраля, по-моему, не смотрели. Это какое-то новое развлекалово. 10 февраля 22 года. Юрий The Professional. Ссылочка внизу в описании. Поехали. Их нет. Разгоняются экипажи как могут, дергают колеса. Слева видно, ребята уже дернули пару колес. Бля, ну самая лучшая метода это вот так, мне кажется, толкать. То, что типа от асфальта рукой, это, по-моему, херовая затея. За ними едут какие-то... Слушай, у них прям прогрессирует, у них прям, блядь, эта тема развивается, им целые трассы уже выделяют. Синие, они тоже уже заправились. Гонка будет весьма агрессивная, скорости достигнут 110 км в час и выше. Справа сверху отображается Они в курсе, что у них тормозов нет? Блять. опасные повороты. Едут отец и сын Зумба. Сын зигует. Довольно быстро. Я прошу прощения, что там сын делает? Ну, послышалось, просто послышалось, наверное, что-то тут, шум какой-то в ушах пошел, что-то там, да, ничего не было слышно, вот такое вот это все. Видимо, вспомнил о камере. Отличная аэродинамика у болида Зумбы. Напереди Нас всех забанят. написано «Товарищи». И выебут. И забанят. На одном из крыльев «Верю в Бога». Все болиды в этой гонке разных конфигураций. Хендмейд, чьи-то проекты лучше, чьи-то хуже. У Зумбы он значительно быстрее. На 3 места улучшает свою позицию всего за один поворот. Вот серый человек. Слушай, я прошу прощения, они в курсе, что у них болиды, блядь, без тормозов? Их нет, просто нет тормозов. Он едет 80 км в час без тормозов с горки, сука. Стесняется носить обтягивающие майки. Зря, такая большая работает, как парашют. Тормозит его. Двигателей в болидах нет. Если честно, то тормозов я тоже не вижу. Опасно. Сплошная! Пригорок! Похуй! Яхай, блядь! Мощный поворот направо. Эй, блядь! Отец проходит его по внутренней дуге. Сука. Не хватает этого, чтобы догнать оппонента. Сын Сезар показывает рукой. Держись, бать, правее. Батю все равно тянет налево. Ну понятно, справа деревня Айпут, где церковный приход, там проходят свадебные церемонии. Ну по отзывам хвалят, если что, заезжайте. Но вообще местное туристическое ведомство советует посетить город Хуигра. Там и церковь тоже есть. На сайте у них люди в очередь выстраиваются посмотреть на местную железную дорогу. Видно, что им очень интересно. Лица довольно унылые. Так, резкий поворот налево, Марко попытается обогнать. Какой город? Сейчас оппонент Послышалось. сближаются с ним. По предыдущим 2 видео мы знаем, что семья Зумба блистает именно на резких поворотах.
Но не хватает Слушай, нихера он ускорился, ёпта. Ты видел, недавно спалили? Бля, я смотрел, как я ржал, блядь. Вот эти вот их, как они, вот есть этот марафон, а есть на велосипедах-то, как они едут, когда там 1500 миллионов километров, как она? Ну ты у меня умный, напишешь в комментариях. На велосипеде-то они тоже педали там крутят, там 150 этих, там, да, Тур де Франс, да, короче, ты понял, велогонка, блядь. Спалили бабу совсем недавно. Знаешь на чем? Случайно. Короче, это чучело, блядь, знаешь, что придумала? Я тебе сейчас расскажу, ты охуеешь. Если бы, короче, эта дура не упала, ей в велосипед воткнули, ты понял? Механизм, который как, ну он не моторчик, он, короче, помогает. Понял, крутить педали. И она, когда упала, короче, она упала, велосипед завалился, все, они лежат, а у велосипеда педали еще догоняют, блядь. А у нее там 75 медалей. 25 этих, блядь, золотых, 35 серебряных и 54 бронзовых. То есть, ты представляешь, люди ебались сколько. Она из года в год, блядь, на лесопеде. Едет, вид делает, что педали крутятся. Педали крутятся, лавеха мутится, ёпта. Сука, такая, блядь, тварына. Представляешь, а кто-то ведь говорил, блядь, как она так ездит? Кто-то ведь реально готовился и думает, нет, я все равно стану лучше. Лучше механизма. Не, нихуя. скорости, блин. Зачем они перекрасили свой болид и шлем из красного в синий? Были же значительно быстрее. Еще двое, ну нихера, что ёпта. Сезар, давай быстро дуй назад, ускоряйся! Если бы его вчера пил текилу и сегодня поджигал бы пары при выдохе, можно было бы симулировать реактивную тягу. Кстати, в 2014 году здесь стоял знак «Сбавьте скорость». На нем кто-то написал «Согуала», что значит «Я крутой». Знак пришлось убрать. Видимо, никто не может быть круче местного главного по дорогам. Но оборот избавлять они и правда не будут. Сейчас нас ожидает самый скоростной участок трассы. 100 километров в час там. Еще не пердел. Риски довольно высокие. Второй пилот Сезар, сын Зумба, может и вывалиться здесь на резком повороте. Но я думаю, Я один слышу музыку из Doom игры. отец Марка об этом знает. Ни одной гонки он не пропускает. Думает, один груз сбросить, а другой на душу взять. Тут глаз задергался, блядь, флэшбэки, ёпта. Помню я, как мы в Doom играли. Скорость уже просто гигантская, 110 километров в час. Вот этих четверых Прекрасная игра. нужно обгонять срочно. Блин, какая красивая природа в Эквадоре, а какие классные дороги, ни одной ямки. Воздух кстати, да. чистейший. Машины ездят без двигателей, без выхлопов. Правда, в маршрутку так на ходу запрыгнуть тяжело. И так постепенно Зумба приближается к оппонентам. Вон он, тот самый резкий поворот на 180 градусов. Марко мастерски вписывается в него по внутренней дуге. Эх, не хватает им Aerodynamics. Набрал веса, что ли, Сезар? Хоп, словил комарика. Это тебе, Сезар, на ужин. Пора худеть, тормозишь ты меня. Найден универсальный подарок для ваших близких. CG Pods от Тюмени. Вот, кстати, ваши вот эти вот. Километр. Одобряем сейчас рекламу на Ютубе. Да, блогерам тоже что-нибудь кушать надо. Надо тоже взять. Да, буду, знаете, что рекламировать. У меня нет, к сожалению, ничего. Что-нибудь. Канал на ВАЗде. Заходи. Да, заходи, бесплатно подпишись, блядь. Сам себе заплачу. Это как Оппоненты далеко. Продолжаем нужно смотреть чудо, чтобы видеоролик. догнать их. Но как раз Министерство туризма Эквадора 3 года назад назвало этот Аляуси волшебным городом. Произойти там может всякое. Известно, что множество ямальских рабов погребены здесь, когда взрывали динамитом гору для железнодорожного туннеля. Поезд тот назывался Нарис дель Диабло, нос дьявола. Зумбам сейчас бы пригодилось немного ямальской вуду. Резкий поворот направо, Марко проходит хорошо. Слева гигантская надпись «Добро пожаловать в Аляуси». Welcome to hell, блядь. Ямайке. Кто-то, наверное, там невольно поежился сейчас.
И вот-вот как будто бы начинается сближение. Неужели? Марко щелкнул на рис дель Диабло. Он щелкнул нос дьявола. Смотрите, они ни с того ни с сего начинают ехать гораздо быстрее. Железная работает. дорога здесь была одним из самых смелых проектов, реализованных в горах Южной Америки. Много рабов полегло здесь. Марко говорит, держись правее. Я не смогу затормозить. Духи несут меня. Почему же Зумба внезапно так сильно ускорились? Волшебный город. Марко мастерски берет еще один поворот. Скорость почти 100. Кто-то Бля, мне интересно, а как их потом отшкребают от этого? Ты представляешь, если он улетит? Это же все. откидывает его назад. Подсказывает. Улучшает его аэродинамику. Сейчас, говорит, вторая пойдет, бля. бля. Спортивный караоке-бар .g. Пункта G по-испански. И тут же рядом двухэтажный отель. Чтобы было недалеко вести. Скорость снижается довольно резко. Этот промежуток трассы даже немного Надо, в гору блядь, идет. дергать! Видно по датчику высоты Тазом справа. поддать Наверх, надо, Марко. ёпта! Наверх, вставай! Оба! Сезар что-то колеблется. Не стой. Вставай, мальчик! Вставай, Или сучара! я встану! Начинает совершать возвратно-поступательные движения. Ногой, ногой давай! Путь все еще на... Да ёб твою мать! На сыне руина, сука! Паса Таурино. Еда дешевая и не свежая, но туалеты, говорят, нормальные. Марко уже в ярости. Ты что, бежать не можешь быстрее, что ли? Не, папа, Пиздюка! Как будто рановато сел Сезар. Мог бы еще поразгонять, ребята впереди уходят в отрыв. Ландшафт постепенно меняется. Мы въезжаем в волшебный город. Аляуси. Аля улю, ёпт. Столица Гони кантона. гусей. Население 5500 человек. Город известен своей архитектурой. Большая часть домов старше 100 лет. Кто-то скажет, что когда рабство отменили, таки дома строить стало некому. Точно мы не знаем. Как же хорошо, что Марко и Сезар Зумба возят нас по разным интересным уголкам Эквадора. Вон справа лесенка в спортивный караоке-бар .g. Смотрите внимательно, справа у двери плитка висит. Конструа Кабадос сделают ремонт, положат плитку. Металлические профили, трубы, сантех. Бля, прикинь, вот так вот, да, такое тут стечение обстоятельств, просто вот они несутся с горки, там повороты на 180, там прям на грани. И тут едет он. Да-да-да-да-да, о. Из-за синего лесочка, из далеких из полей выезжает Воробей! Да, да, везет. С Дальнего Востока. Это я везу подарочки. Всем детишкам, всем. Мандарины, апельсины, прянички. И огромный мандарин. Сука. Техника. В отзывах Александр Вот, и представляешь, что? Представляешь, вот просто вот у них ощущение. А там дальнобойщик не спал. Он последний раз на Урале как поспал, и все, и едет на автопилоте. Медоза пишет, что купил там керамику, ванну, и ему дали очень дешевые мортиры. Что это значит, понять невозможно. Зомба тем временем выходит на финишную прямую. Сейчас последний поворот. Жестко. Зеленый обгоняет. их. Дать Ну, угла. конечно, там Есть дать пилот угла, блядь. постоянно дергался, тогда как Сезар сидел и прохлаждался. Рассматривал, где тут ремонт можно сделать. Вот эту улицу сейчас проедут до конца, и это будет почти вся ширина города Аляуси. Пункт В целом, назначения, очень блядь. удобно для туризма. За 2 дня можно обойти все. Плюс посмотреть ту самую железную дорогу. Волшебный город. Единственное, немного Хера там паспорта, но подлетают. заезд проходил 13 ноября 2021 года. Думаю, в солнечные дни в Аляуси будет просто прекрасно. Кстати, на всякий случай, они встали рядом с аптекой Педрито. Сезар встает, поздравляет отца за то, что у него такой скоростной сын. Марко аж в капюшоне ехал. Видимо, на этих спусках довольно прохладно. Руль к болиду привязан веревкой. Техника автоваза. Ну что ж, дорогие зрители, я надеюсь, вам понравилось это видео. Несмотря на то, что мне нечего рекламировать, но если будете в этой прекрасной стране, заходите в аптеку Педрита. Лучшая аптека на всем континенте. Гений маркетинга.